walking slow through everything I buried. Under the ice cap I keep it still. All of the fire I never let spill. Frozen in layers no one can see. What I was, what I couldn't be. Under the ice cap time moves slow. Holding the things I won't let go. If it all breaks, if it all cracks, would I survive what's under that? Суровая и снежная зима наконец закончилась. Закончились переходы через озеро по льду, морозные рассветы и долгие вечера у печки. На смену зимним приключениям пришли другие, с новым воздухом, новыми дорогами и новым горизонтом. Я стряхнул пыль с рюкзака и отправился исполнить юношескую мечту – оказаться на необитаемом острове в полном одиночестве, как герой романа Стивенсона, только без романтики, без декораций, просто я, остров и тишина. Что из этого выйдет, увидите сами, но одно скажу заранее: детский гештальт я закрыл. Мы заходим в бухту, но, насколько я понимаю, сегодня остров не совсем необитаемый. Там стоит белое корыто чье-то. Видно, не? Ну вот, и мы на самом деле на необитаемом острове, но при этом почти в черте города. То есть здесь до города рукой подать. Этот остров когда-то занимала армия. И здесь был построен форт какой-то. Но давно тут уже ничего нету. Но люди приезжают, висят качели, и видно, что люди отдыхают. Но, то есть, реально на необитаемом острове. Это вообще. Один раз в году летом здесь проходит какой-то фест. Какая-то дискотека. И приезжают диджеи, молодежь, горячительные напитки, все дела. И у меня сосед возит за 5 евро с человека на своей лодке на этот остров отдыхающих, когда проходит фест. А зимой сюда приезжают, видите, следы от квадроциклов.
Приезжают люди рубить сухостой. И ну вот, все. Бурелом на дрова на зиму. У кого камины. И по льду тогда везут через озеро к себе на острова или на материк. А, тут чья-то лодка. Интересно. Но она сухая, то есть она уже давно лежит. Попробую выйти на мыс. На мыс острова. И вот уже город. То есть все совсем близко. Ну, я плыл с другой стороны, но в принципе вот там уже город и станция метро. В 100 метрах, наверное, от берега. Ну вот, кому было интересно, как в Швеции растут деревья. То есть вот это вот, сколько тут, ну сантиметров 10. Это вот этот мох, плюс то, что падает с деревьев, там перегнивает. И растет она на чистой скале. То есть поэтому ветер. И все. И вот еще тоже одно место. Здесь очень красивое место, и здесь было бы хорошо, наверное, остаться на ночь, но я не оставлю, ну, не подгоню сюда лодку, потому что там такая скала, что нигде не привязать. Да, и ветер оттуда. А там она в бухте спокойно. А так далеко от лодки не хочется. Ну вот мы подходим к мысу острова. А вот там совсем маленький остров. Вот мы и на мысе. Красиво. Ладно, пойду посмотрю, что в другую сторону.
Ну, то есть вы догадались, что это такое? На самом деле, да, на острове много всяких таких, ну, то есть понятно, что он не совсем необитаемый, но люди приезжают, но здесь никто не живет, здесь нет ни одного дома. И интересные вещи люди после себя оставляют. Постройки всякие там такие. Ну, интересно, в общем. Ну и вот эту террасу построили когда-то для этого феста. Ну, они натягивали тент, и люди здесь морально и физически разлагались. Вот, но сейчас это все в таком запустении. А с той стороны какие-то причалы. Я, честно говоря, даже не знал, что здесь есть причалы. Я не знаю, почему мне пятницу 13-ю фильм напомнило. Ну вот мы, в принципе, обошли весь остров. Ха. Даже камера написано, наблюдает. Ну понятно. Да, даже туалеты есть, и даже открытые. Ну то есть вот так вот. Все, надо идти к лодке. Идти к лодке, доставать рюкзак, искать место на ночлег, пока светло. И покидать удочку. Посмотрим, проснулась уже рыба или нет. Еще достаточно холодно. Ночью 2, днем 8. Сегодня было 10. Ну, посмотрим. У меня там разную наживку взял. Может быть, что-то и клюнет. И было бы неплохо тогда поужинать рыбой. Ну, посмотрим, как оно получится. Загадывать не буду. Ну, то есть, следы жизнедеятельности наблюдаются. Кошмар. Вечером можно будет костер сделать. Да, прикольно на самом деле.
Это мой футпринт. Ну как футпринт? У нормальных хайкеров футпринт это такая легкая штука, которая ложится под палатку, чтобы палатка не протиралась или не пробилась каким-нибудь корнем, веткой или еще чем-то, стеклом. Но у меня это, как это называется по строительному, это не ветровая пленка, это влагостойкая пленка, которая, ну, влажность убирает, не дает влажности попасть в дом. Вот, поэтому у меня такой вот футпринт, я еще никак не могу заказать. Ну, это тоже работает, и мне хватает. Moon hangs pale over frozen ground. Tall pines stand like quiet guard around. Boots step slow where the white cliffs lie. A distant call moves through the sky. Ночью будет холодно, от 0 до 2 градусов, поэтому спальник зимний, теплый, рассчитанный на минусы. Так, подушку еще надуть надо. Подушка вся слиплась. Все, подушка у меня есть. Ну что, попробуем то, зачем... Ну ладно, нет. Приехал я сюда не за этим. Приехал на самом деле за спокойствием и умиротворением. Да, за релаксом. Ну а удочка это так уже. Попробуем, получится, не получится. У меня тут... Ну, по идее, можно даже и форель поймать. Но это такая, как бы, это искусство. Но у меня тут вон всякого барахла. Ну, на форель тоже есть, но я не знаю. А здесь на удочке вот эта вот резинка. Это моя трофейная. Я ее вытащил со щуки, которую я поймал в прошлом году. То есть у нее внутри, ну, во рту была уже еще одна блесна. Так что она мне досталась как трофей. Ну, посмотрим, что получится. Тут, правда, мелко. Не знаю, ну...
катушку надо было смазать, скрипит. А вот этот баркас, мне кажется, затонувший немножко, что его прибило во время шторма. Потому что левый борт, я как раз проплывал, ну там буквально 3 сантиметра, 4 над водой. То есть я думаю, что он полной воды. Ну интересно. Коршун или ястреб добычу увидел, парит в одном месте. У меня телефон таймлапс снимает, не могу снять, а на GoPro я не достану зумом. Блин, ну посмотрите, это же реально вообще вот круто. Ну, просто офигенно. И это действительно детская мечта оказаться на... Ну, детская мечта, наверное, любого подростка, кто там увлекался приключениями, смотрел фильмы про пиратов, читал книжки и так далее. Это оказаться на необитаемом острове, как гребаный Бен Ган. Ну, круто. Да, конечно, он в шаговой доступности от города, но это классно. Еще этот баркас потопленный. Ну так, пиратская. Черная жемчужина. Ладно, попробую перецепить блесну. Подцеплю ту, которая по дну больше идет. Яркая, как бы, может быть. Хотя это яркая была. Утки. Ну прекратить хулиганство. Утки там. Блин, там кто-то... Ага, бобер, блин. В сторону баркаса плывет. Я думал, блин, там... Я думал, там нормальный такой улов, мой ужин. А не бобер или... Ну, бобер, да, наверное. А сосед один раз плыл на работу с утра на лодке, и бобер сидел в лодке. Ну, он спустился к лодке, сел в лодку, бобер сидит в углу. Ну, такой сонный еще. Он ему говорит, давай вылазь. Тот, не.
не стал, и он его до того берега и довез. И уже лодку пришвартовал и ушел, тот так в лодке и остался сидеть. Ну попробуй на эту блесну. А, я с собой подсачник не взял, а как же я, блин, этого... Как же я этого сама-то буду северного вытаскивать? Ладно. Здесь, мне кажется, мелко слишком. Может поэтому не очень рыбе нравится в этой бухте. Ну, на том вот берегу, там я обычно ловлю. Там такие заросли камыша, там щука хорошо идет. Ну, в сезон, особенно летом. Но там остаться негде. Ну, нет там... Вся же задумка-то в необитаемом острове, это же... Шок-контент. А так... Так бы там, может быть, и вытащил что-нибудь. Но это, как я еще раз говорю, это больше для релакса, нежели для ужина. А, я тем более сковороду взял. Да. Moon hangs pale over frozen ground. Tall pines stand like quiet guard around. Footsteps slow where the white cliffs lie. A distant call moves through the sky. Full paths fade where the cold winds slide. Stories walk where the elders confide. They speak of a shadow the forest keep, a silent watcher the mountains sleep. Пошел за дровами. Интересную находку нашел. Ну, пила, понятно. Телефон с разбитым экраном.
Дрова мне понадобится, потому что костер уже начался. Разжег костер, будет уютнее. Сейчас попью кофе и сделаю поесть. Костер есть. И закат, конечно, чудесный. Вообще супер. Но дико похолодало. Уже одел дутик. Интересно, Бенган также выживал на острове? Да не, понятно, что у него не было ни горелки, ничего. А я даже дров привез, нарубил сегодня днем. Ну, чтобы не устраивать тут выживание, а сухими дровами разжечь. Блин, сейчас кофе заваривать придется на костре. Потому что газ летний, а сейчас, ну, градуса 2, наверное, но он гореть вообще не хочет. Я уже поставил на доску его, чтобы, ну, не тянуло холодом с земли. Ну и газ еще есть. Ну вот сейчас потряс его и стало лучше.
Да. Чуть теплая. Блин, у меня есть второй баллон, может второй лучше. Ну, посмотрим, что поменялось. Но это пока горит. Ну и ужинать мы сегодня будем. Да, понятно, черным квадратом Малевича. Блин. Чили кон карне. Вот. Это у меня осталось еще с похода за полярный круг. Эта пачка. Поэтому я не помню даже, как она по вкусу. Но эта фирма, мне кажется, они все были нормальные. Да, и скоро уже вот кофе нагреется. Чуть не опрокинул. Вообще, на самом деле, прикольно осознавать, что ты, что ты на острове один. Нету больше ни души. Наверное. Только этот баркас. Ну нет, скорее всего, он потерпел крушение. Тут был шторм недавно сильный, и наверное, его где-то оторвало от причала и сюда унесло. Что у нас там с кипятком вообще? А там он, наверное, просто на мель сел. Ну, пузырики идут. Маленькие. Вообще вот эта вся стихия, это как бы, наверное, даже с детства. Не знаю. Ну, это что-то, наверное, даже первобытное. Раньше мужчина сидел, на костер пялился, сейчас он там в ленту на Фейсбуке пялится или в ТикТок. Такой способ, наверное, разрядки. Ну или в YouTube. То же самое. Но вы смотрите, как это делаю я. То есть, если у вас нет возможности это
насладиться, хотя бы там, ну не знаю, выбраться куда-то, то наслаждайтесь так. Да, скоро будет ням-ням. Чили кон карне. Так, ну все, воду пора уже снимать. Сейчас откроем, посмотрим, что это за чили кон карне там внутри. Так, ну хорошо, покуда залить-то. А, полпакета где-то. Ладно. Так. А сколько там минут было, блин? Так, ладно. 41. Ну, короче, 50 где-то. 50 можно будет открывать. Ух ты, блин. Ай-яй-яй-яй. Вот это да. Так, надо еще кофе подсыпать. Ну что, еда, по идее, вилка. Где у меня вилка? Вилка у меня там. Еда, по идее, должна быть готова уже. Прошло 9 минут или сколько. Так, залейте. 8 минут. Ну ладно. Внутри еще, ну там внизу еще не готово. Ну сейчас перемешаю, может оно приготовится еще. Доготовится, скажем так. Ну блин, пахнет. Пахнет оно, конечно, не тем, не Коломбо. Так, пусть еще настоится. Да, чуть-чуть она не дошла. Но
Не дошла, потому что на улице холодно. Пачка быстро остыла. Пачка быстро остывает, и ну, в идеале надо такую фольгу, в которую ставятся сублиматы, чтобы она доходила дольше. Но вкусно. Мясо, фасоль, овощи. Чувствую себя настоящим ковбоем на Диком Западе. Мясо и бобы. Не, вкусно, правда. У меня еще вот такая штука есть. Мне всегда с давних времен лежит. Мне всегда было интересно, как она работает. Все, надо идти спать в палатку, если не замерзну. Ну а если замерзну, то ночью надо будет валить. Прикольная штука. Было бы таких штук 20, так можно было периметр выложить. Эй, ну посмотрим. Пока дутик не снимаю, потому что спальник еще не застегнул. Когда застегнул спальник, тогда уже сниму. Ну, и матрас толстый, как бы 7 сантиметров. Ну, посмотрим. Ну, на улице где-то 0, наверное. Может, плюс там 1. Не спрашивайте, почему у меня тут масло подсолнечное. Это же я на рыбалку ехал. Ну, как бы, чтобы рыбу жарить. У меня есть сковорода где-то в рюкзаке. Рюкзак был, как обычно, 20 с лишним. Даже спальник не влез. Спальник большой, потому что зимний. Даже не влез в рюкзак. Ну, потому что матрас. Не взял я пенку, коврик, потому что он тонкий, сантиметровый. Это конец почкам был бы. Поэтому заказал матрас. Матрас, да. Ну вот и спальник зимний подарили мне. Поэтому посмотрим. Ну, должно быть нормально. Почитаю. Пираты озера Миларен. А озеро Миларен, мы на нем сейчас находимся. Эту книгу мне, ну не эту именно, а вот такую же самую книгу этого же издательства с теми же картинками в такой же обложке мне подарили, когда мне было лет 10 на день рождения, соседки с первого этажа. И... О, пар идет. Да, соседки с первого этажа. Я ее читал в детстве, я даже никогда бы не подумал, что я окажусь на этом озере. И теперь глазами 40-летнего мужика эту книгу уже, ну, очень интересно читать. И такие есть определенные ностальгические моменты, и, ну, очень интересно. И там описываются все вот эти острова. Ну, круто. И летом я хотел бы на каяке пройти их маршрут. Ну, тех чуваков, которые персонажи книги. Вот. Поэтому почитаю. Если тут дуба не дам. Но если дам дуба, то ночью смотаю лагерь и поеду домой греться. Ну, я думаю, что нормально будет. Да. Как-то, ну, я сейчас еще надышу. Как-то так. На самом деле круто. Необитаемый остров, это... Ну, в пещере я спал, а необитаемый остров, это уже другая ступенька. Ну, это круто. Совсем такое интересное ощущение.
Доброе утро. Ну, для кого оно доброе? Ну, ночка была, конечно. Спальничек меня подвел. Ночью было -1, сейчас 0. Но у него максимальная температура 0, лимит до -10 и экстрим до -20. Ну, я не знаю. Я даже дутик не снимал, ну и я всю ночь мерз, я практически не спал вообще. Не знаю, что надо одеть на себя, чтобы залезть в него в -20. Другой спальник, наверное, который рассчитан на -20. Ну, в общем, я расстроен чуть-чуть. Но так было спокойно, тихо. Ну вот сейчас проснулся, надо согреться хоть как-то, кофе, руки даже замерзли. На палатке иней. Вон даже бутылки инеем покрылись. Если видно. А ну вот. Белая на перчатках. Буду греться, завтракать. Ну все, лагерь я собрал. Спасибо этому дому, пойдем к другому. А в другом будет потеплее и горячий душ. Можно выдвигаться. Я вытащил ключ на ночь, но замок замерз, поэтому он без ключа, без ключа по факту завелся даже. Я вытащил ключ, чтобы пока я сплю, чтобы меня браконьеры лодку не дернули, и я не остался на действительно необитаемом острове. Но по факту они могли ее дернуть и так. Сейчас проверю баркас. Да, баркас затонувший. Он сел на мель. Здесь воды вот, ну я не знаю. Воды вот сантиметров 30. И вон внутри вода. И стекла разбиты.
Ну это эпичненько. На самом деле так немножко завораживает. Прикольно. Но, наверное, давно уже стоит. Ну все, заканчиваем наше приключение и отправляемся есть горячий омлет, пить кофе. До новых встреч! Это на самом деле было интересное приключение и интересное времяпровождение, хоть я и замерз, но круто. Все, вышли с бухты, можно наваливать. Under the ice, can I keep it still?